Ля-л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 я. Ребята, девчата, всем привет, с вами Павсус. И сегодня мы начинаем прохождение игры под названием Mafia Definitive Edition. Это ремейк легендарнейшей Мафии, которая вышла 19 лет назад. И хочу сказать то, что я мог ее раньше снять, в сентябре 2020 года, но не смог. Но только сейчас дошли у меня руки, чтобы снять этот легендарный шедевр. А точнее его перевоплощение или как-то переделывание, что ли. Но смотрел я рецензии на данную игру. И хочу вам сказать то, что, знаете, классно. Классные рецензии на нее и оценки критиков. Но, конечно, там тоже есть всякие спорные моменты, но почему бы им не быть в данной игре? Так что давайте будем наблюдать на главную заставку игры. Мафия. Проходил я оригинальную часть и хочу сказать то, что название игры было по-другому представлено. Там была красная такая мафия написана буквами. Но это тоже хорошо. Дон Сальери — это Глен Таранто. Это, видимо, люди, которые озвучивали персонажей в игре. Фрэнк — это Стивен Оливер. Но хочу сказать то, что тут народа побольше стало в игре. Прям много стало, это хорошо. В первой мафии было маловато. Сара — это Белла Поупе. Ой, у мужика это ящик выпал. Ральф — это Уорд Робертс. Винченцо Пол Тассони. Мне, кстати, очень красиво выглядит игра. Мне прям нравится. Луиджи Роберт Катрини. Окей. Дон Морелло Сол Стайн. Ой, что-то я так сказал его фамилию. Детектив Норман Дэмиен Кларк. Кстати, я заметил то, что заставка подлиннее, чем в самом оригинале. Да, кстати, да, подлиннее заставка. Там просто показали то, что это мафия. Вдоль улицы нас провели, и мы оказались в начальной локации. Ну, вот она сейчас начинается. Ты Томми? Томас Анджело. Детектив Норман. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? Чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Итак, по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Вы давно в городе? 3 года. Я начинал в Empire Bay. И вам поручили дело Морелло в первый же день? Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да. Я кое-что знаю.
И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. А, семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детишек? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я в бегах? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне, на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Невозможно отказаться 1930 год. Ну окей, да, кстати, по длине тут все стало в ремейке. Это прикольно. Дополняет. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Поли и Сэма. Ах ты, сука! Держись! Скорей, Полли! Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Чё, куда? Неважно. Живо! Понял, поехали. Так, зажмите R. Ты у Ага, меня на поехали. мушке. Если нас нагонят, нам конец. Но и ты живым не уйдешь. Мне проблемы не нужны. У тебя уже проблемы. Гони! Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. Сколько машин за нами едут? Пока одна. Но могут быть и другие. Держитесь, я кое-что придумал. Что это за типы? Твое дело вести, а не спрашивать. Нам на ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Хера вы деловые, ребята. Как там твоя нога? Болит адски. Как приедем, я разбужу доктора. Ну, может, и так пройдет. Все равно я его вы. Эй, а ты чего уши развесил? Не смей подслушивать. Я просто везу вас туда, куда вы сказали. Вот и вези. Вы охерели, ребята, я вас сейчас высажу и поеду по своим делам. Базарят так серьезно. И нагло. Кстати, прикольно то, что такие диалоги. Я понял, мы уже близко. Куда мне везти вас на том берегу? Меня достали твои вопросы. Я просто спросил, куда вас отвезти. Поезжайте на центральный остров. Ну ладно, окей. Вон еще! А, черт! А как я так проеду? Нажмите А, чтобы Фига. Я знаю, где можно срезать. Это их остановит. Делай, что хочешь. Только оторвись от них. Это, по-твоему, срезать? Но они же отстали. Отстали-то не все! С теми парнями вы не особо ладите, да? Иногда деловые партнеры ссорятся.
Так бывает. Заткнись уже, Полли. Хватит болтать. Чем больше он знает, тем меньше у него шансов дожить до утра. Я ничего не слышал, ребята. Что-то водила какие-то косоруки там. Утер ты им нос! Это еще не все. Давай, Да гоню, гоню, что ты бомбишь на меня? Работяги, которые тут дорогу копали, нам спасибо не скажут. Уже минус 3 тачки. Сколько вообще на встрече было машин? 4, может 5. Ой, мужик, извини. Наверняка он вызвал подмогу. Похоже на то. В следующий раз возьмем больше ребят. Этого следовало ожидать. Когда босс узнает об этом, он им такое устроит. Ха-ха! Должен признать, ты шикарно водишь. Ну конечно. Их все больше и больше. Похоже, они всех подняли. Если не вернемся в свой район, долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. А где у вас дом? Поезжайте в маленькую Италию. А, ну так вы сказали. Ой-ой-ой, дай. Да, прикольно, тут физика машин. А, на. Западный портовый мост. Давай туда. Понял, понял, поехал. Вот он сколько раз стреляет уже, высовываясь из машины, и что, он вообще ни в кого не попал, что ли? У нас вообще хорошо попадают. А босс же разведен, да? Ага. Мы успеем. Какого черта мы делаем? Держись крепче и молись. Никогда такого не делал. Я тоже. А теперь в маленькую Италию. И побыстрей. Поездка не закончена. Кстати, очень много экшена тут добавили, это классно. Такого я не ожидал. Думаешь, у нас стукач? Думаю, тебе лучше помалкивать. Обсудим, когда вернемся в бар. Чё-то поле такой балабол, все обсудить хочет. Сэм какой-то серьезный тип. Отлично. Уже близко. Останови возле бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. Жди здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет? Моя награда то, что я просто уехал живым. Вот и все. Нет, ну если бабки дадите, ну это будет прикольно. Не, ну я же думал то, что почти все играли в Мафию первую. Или смотрели прохождение. Не, ну если есть люди, которые вообще не знают о ней, то это прикольно. На ремейк хоть посмотрят. А потом в оригинал сыграют. Или наоборот. Интересная тема, кстати. Когда там у пацана глаза такие здоровые. Ну-ка, поехали. Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Этого должно хватить. Славно. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа. Только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно. Спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке... Пытался объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, парень. Ну, такая себе отмазка. Очень неубедительная. Но насчет покера можно.
соврать. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но связываться с криминалом лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. А вот насчет бабульки я не знаю. Что-то это какой-то... Глава пройдена, невозможно отказаться. Окей. Чего? Бегущий человек, 1930 год. О, я помню эту После той миссию. поездки с парнями с Альери я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Эй ты, шофер, Да, мэм? ты работаешь или дрыхнешь? Работаю, мэм. Без продыху. А ты платишь или выпендриваешься? Обменялись. Куда выпендриванием. едем? Храм Святого Михаила, прямо к нему. Поехали. И поаккуратнее. Я всегда вожу аккуратно. Редкость для таксиста. Значит, храм. Разве сегодня воскресенье? Прошу, следи за дорогой. Я хотел просто поболтать в дороге, чтобы она скучно не была. Не-не-не, давай объедем. Потому что я думаю, сейчас я врежусь во что-нибудь. Кстати, я заметил, что физика машин лучше стала. По сравнению с первой частью. Там прям вообще так топорно все было. Там прям заносило дико машины. Особенно на второй PlayStation я проходил. Так что было не очень. А сейчас тут как поприятнее. Ну, тоже свои приколы тут есть. Вот здесь, возле парка. Хорошо, я понял. Бабулька. Мы на месте. Храм вот он. С вас 30 центов. Взамен чаевых я дам вам совет. Не курите в машине, я будто в пепельнице ехала. Ага. Как скажете. А она мне Чего деньги еще дала? ждать от итальяшек? Да ты откуда знаешь, то, что я итальяшка? Чего ты взяла? Я не могу без радио ездить. Давай включим. Найду-ка еще клиента. Где мне искать его? Найдите пассажира на улицах Lost Heaven. Найдите нового клиента. Хорошо. А вон на карте отмечено, понял. Дворами не проедем, да, мы? Да, пофигу, давай проедем. Ха, окей, нормально. Ой, как светло, ой, как светло. Сразу видно новые технологии. Он сказал такси, так я уже тут. В галерею и побыстрее. Ага, побыстрее это можно. На время? Ого, ну давай поехали. Решили развеяться? А тебе-то что? Да, так, беседу поддержать. Я тебе не за беседы плачу. Езжай давай. Да что такое, блин, уже второй пассажир какой-то хрен Ты моржовый. глянь на них. Из-за этого кризиса люди в конец обленились. Теперь-то у них есть повод ничего не делать. Ну так работы же нету. Работа есть всегда. Просто ее искать нужно. Понимаю, вы занятой человек. Таких нынче редко встретишь. Я эту депрессию предвидел. Продал акции перед тем, как биржи рухнули. Так что да, я занятой. Будете весь день разглядывать старые картины? У меня там в маленькой Италии все так ездят.
Ты что-то сказать У хотел? меня там деловая встреча с коллегой. Хотя тебе-то какое до этого дело? Вот найдешь себе нормальную работу, так поймешь, о чем я. А пока рули, не отвлекай меня. Да, хорошо. Кто-то я врезался в тачку. Ой, блин. Так бы Останови перед галереей. в оригинале я бы вообще бы уже миссию провалил, мне кажется. Спасибо, приятель. Вот $5. Не трать все сразу. Я постараюсь. Это много, да? Почему все клиенты сегодня такие козлы? Так, следующий. Я вот про это тоже говорю. Какие-то все сегодня злые, прям такие, бля. Прям не хочется работать даже сегодня. Но надо денежки зарабатывать. Херово выглядишь, приятель. Я-то с 5 работаю. А с тобой что? Бухал. Ну ясно. Куда поедем? Маленькая Италия. 21-я улица. Ладно. Я не скажу копам, что тебя выпивкой несет. А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметано. Вот это нормальный пассажир. Много заработал сегодня. Да так. Меньше, чем хотелось бы. Как рынок упал. Так теперь ни у кого нет денег на такси. Чую, мы в полной жопе. Я к тебе только потому и сел, что бухой и плохо соображаю. Копы видят пьяных каждый день. Им нужны те, кто бухло перевозит и продает. Я видел, как они за меньшее людей забирали. Ну да. Если они хотят с тебя что-нибудь содрать, могут к чему угодно прицепиться. Черт, в этом городе продается все. Уж это точно. А, я понял о чем. В 1930-х годах же сухой закон был. Нельзя было продавать алкоголь в США. Я понял, о чем они. Понятненько. Тебя куда везти-то? Следуйте в маленькую... А, понял. Бухал. Вот это хороший пассажир, прям кайфовый. А остальные прям, ну, говно тупое. Прям вообще не понравилось мне. Тихо, тихо, тихо. Почти приехали. Высади меня на углу. Лады? Лады, окей. Заметано. Эй, у моего двоюродного брата кофейный лоток за углом. Скажи, что тебя прислал Лючио, если зайдешь к нему. Спасибо. Как-нибудь зайду. Ёпта. О, господи! Эй, как дела, друг? Помнишь меня? Нет, первый раз вижу вас. Да? Мистер Морелло недоволен. Зря ты помог гравюрам Сальери. Я разъясню тебе, чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время походишь под себя. Давай, гуляй, Вася. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Не, ребят, не догоните. Я убегу. Фига он драпу дал. Не-не-не, что-то вы губу раскатали, ребята. Давай, давай, опа. Сбегите от гангстеров. Тихо, тихо, да я понятное дело. Ваш город, ваш город. Но у каждого свои правила. Все сюда! Вам понравится! Давай быстрее, Томми. Сказал ждать его в 3. Хоть бы раз пришел вовремя, Зинчуга. Давай. Опа, хорош. Не, ну как-то такая изичная миссия. Я думаю, прям капза будет. Потому что в первой части прям, ну, капздец было сложно. Там он еще так медленно бегает. И такое чувство, как будто тебе прям в спину стреляют. Прям уткнули револьвером. Смотрите, кто это? Дино, Лу,
У вас есть дело к Дону? Не, нам бы с этим таксистом поболтать и все. С этим? Ага. Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда? Ну, вот что, дружище, мы так просто не уйдем, учти. Может, тогда вы здесь и останетесь? Ха. Ну чё? Ну что ж. Еще свидимся. Пойдем, Лу. Мгм, мгм. Дорогу забудьте сюда. Спасибо. Это мелочь. Пошли! Познакомишься с Доном. Доном Сальери? Да. Эта история его повеселит. Да, в оригинале там прям жопа была. А тут прям классно сделали. Здравствуйте, а вы кто? Задворки маленькой Италии. Интересно, получено достижение. Хорошо. Вечеринка с коктейлями. 1930 год. Как твое имя, сынок? Томас. Томас Анджело, сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Морелло пришли к Томми. Он помог нам тогда. Это такси твоя работа? Да, сэр. Я чувствую перед тобой ответственность. Я дам тебе небольшую сумму. Как раз хватит на починку машины. Большое спасибо, сэр, но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Ты слышишь, Фрэнк? Парню нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышал. Ладно, Томми Анджело. Все быки Морелло торчат в его баре. Поле, ты знаешь. Конечно, босс. Хорошо. Ты поедешь туда с Томми. У бара есть парковка. Там стоят их машины. Разнеси пару тачек. Пусть Морелло узнает, что на моей территории нельзя избивать честных работяг. Спасибо, мистер Сальери. Я не подведу. Томми, вернешься? Обсудим, что делать дальше. Окей. Тебя здесь никто не знает. Так что потише, лады? Ладно. Осмотрите бар. Не, можешь и дальше хер пинать. Это ты кому сказал? Кто этот новенький? Да шофер один. Мы ему помогаем. Он будет боссу возить? Не, от тебя работа так просто не уйдет. Ненавижу сидеть без дела. Скучище. Если босс считает, что тебе еще рано дань собирать, что поделать? Не понимаю, чем я ему не подхожу, Поле. Как думаешь, что мне надо... Это не ко мне вопрос, Карло. Я тебе вряд ли дам верный ответ. Да и пора мне вообще-то. Ну ладно, проходи сюда. Сперва я познакомлю тебя с Винни. Он, конечно, то еще хамло, но Фрэнк и Дон знают его уже 100 лет. Чем занимается? Мы заходим к нему, когда нужна тяжелая артиллерия. Он снабжает нас пушками на случай неприятностей. Дон, рад иметь с вами дело. А мы рады деньгам от него. Увы, нам пора. Дорога на север долго. Если Дон захочет купить еще, можем встретиться за городом. Хорошая идея. Мы въехали в город утром, и легавые стояли на каждом углу. Бонжорно, Винченцо! Чао, Поли! Смотри, какой штуцер! Это кто с тобой? Винни — это Томми Анджело. У нас с ним есть работенка. Ясно, что ж, чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья? Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Есть у меня кое-что. Классика! Разобьет все! Если биты недостаточно,
У меня есть еще парочка коктейлей. Аккуратнее с ними. Не спалите себе волосики. Рад встрече, Том. Если Поле станет тебя прессовать, скажи мне. Я его мигом на место поставлю. Окей. Следуйте за Поле. Если парни тебя не прогонят, загляни ко мне попозже. Намучу тебе ствол. Ральфи сидит в гараже. Он малость с придурью, но в тачках реально шарит. Не понимаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое-то. Или просто руки из плеч, а не из жопы. Эй, умник! Вытащи свою голову из жопы! Охренел, Полли? Нельзя-то так пугать людей. Извини, Ральфи, я же просто пошутил. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже 2 коллег. О, вот это панч. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Полли, да. Томми. Томми Анджело. Рад знакомству. Я говорил, Ральф у нас немного того. Но пригонишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет этой, Полли? Это не хот-род, но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Ты за рулем. И чтобы не вздумал снова бездельничать. Ты посмотри, какой деловой. Подожди, перережу тебе тормозной шланг, урод. Вот, я про это. Не понимаю, на кой черт Ральфи дал нам эту тачку? Я пытался показать тебе красивую жизнь, а мы ползем на колымаге, которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. Знаю я Ральфа, наверняка он у моей мамаши ее и спер. Да нормальная машина. Не все же в такси гонять. Да ладно, не притворяйся. Это же просто ведро с гайками. Слушай, там в грузовике был виски, Да, новый поставщик. и вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет, но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Морелла, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков в полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи. Мы припасли немного для друзей. Да я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но давно уже завязал с этой дрянью. До добра это не доводит. Ну, наше-то пойло высший класс. Можешь смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо. Важнее самого бухла то, в какие заведения мы его поставляем, Том. Видел бы ты тамошних дамочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая жратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит мне парень, который собрался сжечь машины Морелла? Если что, ты меня защитишь. Все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им зарисовать твою морду. Или врежь им так, чтобы они ее нахрен позабыли. Вроде как я помню, там надо несколько тачек будет разбить. Только я помню, там битами что ли надо или коктейлями. Мы на территории Морелла. Между кварталами Морелла и Сальери есть какая-то граница? Не особо. Все часто сдвигается туда-сюда. Но в основном мы держим маленькую Италию, а он сидит в Норд-парке и еще много где. Если окажешься не на той стороне улицы и не в том районе, быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть. Ну ладно, я понял. Так, мы уже близко.
Аккуратненько. Ну, не идеально, но все же. Громилы Мореллы ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда. Проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. Ага. А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. А ты водить умеешь? Ладно, пойдем тихо. Ты же умеешь красться, а? Ага, вот так. А то есть старая гвардия. Однажды они и тебя возьмут. Если они нас не увидят, то и стрелять не будут. Лезь через ворота на крышу. Я пойду и отвлеку этого бычару, а ты пока подберись сзади и втащи ему. Окей. Я отлично умею отвлекать. Прямо мастер этого дела. Главное, что платит он вовремя. Да, что есть, то есть. Укройте за оградой, понял? Эй, ты что делаешь, черт тебя дери? А что я делаю? Что ты несешь вообще? Что слышал? Какого черта ты здесь делаешь? Ты кто такой? Я недоумеваю, какой идиот приказал тебе стоять здесь? Это Дино. Он мне приказал. Дино? По всему городу шныряют ребята Сальери. А Дино сказал тебе тачки сторожить. Послушай. Как-то раз у меня была отличная возможность. А что он с ним сделал? Он просто его приобнял? Что-то как-то странно, он удушил его. Ну, идем к машинам. Бери биту и начинай махать. Сука, просто обнял его. Так, бита, окей. Нажмите Б, чтобы ударить битой. Хорошо. Тебя явно взбесила эта тачка, да? Ах ты ж! Эй, отвали от машины! Ты не на тех Лови его, ребят Том! наехал. Ща, погоди. Тебе что, жить надоело? Тихо, подожди, подожди. Да ё- Так, нет. Вот так тебе, сука. Вот так. Ты сука! Отдыхаем. Ну, добивания красивые, красивые. Швыряй молотом! Подай тут огонь! Молотова? Подождите машину. Ага, понял, давай. Нас. Хорошо, пошла. Отлично. Какие-то тачки у них дешманские. Это парни Морелла точно услышал. Жахнуло на весь квартал. Нам пора. Возьмем тачку Дина. С чего ты взял, что это машина Дина? Если меня кто-нибудь бесит и у него крутая тачка, я уж знаю, где он ее держит. Сообщают о стрельбе и горящих машинах в Норд-парке. Это рядом с баром Морелла. Только не возьмите его, ребят. Старые способы самые верные. Прямо в ворота! Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали. Они стреляют! Гони, гони! Твари! Тихо, 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 тихо. А, черт! Том, легавые! Ну и что нам делать? Гнать как можно быстрее, пока не оторвемся. Хороший план. Они разозлились. Не будем злить их еще больше. Но мы их разозлим, потому что мы от них уедем. Это меня уже не волнует. Вернитесь к бару Сальери. Хорошо. Кстати, я так понимаю, мы... Я сказал, держись подальше, ты не понял? Да в смысле ты не понял? Я поехал по указателю. Ты чё на меня бычишь? Ты лопоухий. Успокойся. Кстати, хоть... Оторвались. Держись от них подальше, и они отстанут. Окей. Мне кажется, нам нужно будет всю игру через этот мост ездить. То туда, то обратно. Ну, так было в первой части, как я помню. Ну, в оригинале. А насчет ремейка я не знаю, ребята. Первый раз играю. Аккуратнее. Они все еще ищут нас. Всем офицерам прекратить поиски. Повторяю. Пронесло. Поехали, доложим боссу. Я думал, легавый Сальери на содержании. Только некоторые постовые. А у Морелла сам шеф полиции в кармане.
А откуда у них рация? С частотами полиции. Ну и как тебе? Круто было? Что круто? Уделать этого парня. Угнать у Дина тачку. Круто же? Пожалуй, да. Первый раз самый лучший, Том. С ним ничто не сравнится. Ну, подходит тебе это? Такая жизнь. А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машины на парковках. Ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебя. Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? Не, я воровал тачки, и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал. Однажды мы с Винченцо разболтались возле бара, и я стал с ними работать. 10 лет уже прошло, а я все еще здесь. Я только приоделся получше, а Винни уже старый хрыч. Я думал, что в семью берут только благодаря каким-то связям. Брат там, или дядя, или... Ну, бывает, что кто-нибудь приводит своего родственника. Вот, например, Карло. Папаша его был с Доном «не разлей вода». Поначалу к такому человеку больше доверия. Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим босса. Ну, у меня на вечер планов нет. Ясное дело. Вот наши планы. Влить Винни столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь. Не возражаю. Угу. Еще бы. Окей, давай. Припаркуйтесь в гараже, хорошо. К Ральфе, да, мы едем? Да, вот гараж его. А что с тачкой, на которой вы уехали? Бросили ее. Почему? Потому что корыто сраное. Это же лучше. Может и лучше, но окно разбито. Зато свежий воздух. Красота. Да, Ральф прям бесится с поля этого. Ну что поделаешь? Ты все еще с ним? Да, типа того. Эй, босс. Все готово. Разобрались? Более чем, мистер Сальери. Я понял. Садитесь. Видели Моралла? Не. Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Мораллой и отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. А Морелло вспыльчив. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Мой бизнес растет. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? Это честь для меня, сэр. Хорошо. Хорошо. Поли и Сэм за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила, так что соберись. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык, и если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. Второе. Никаких дел с наркотой. Мне торчки совсем не кстати. Пускай Морелло травит своих людей, если хочет. И третье. Нам не нужны проблемы с копами. Кое-кто у нас на ставке. Но если зайдешь далеко, придут другие. Это ясно? Да, мистер Сальери. Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томми. Поли и Сэм рядом со мной не потому, что они сильны. В городе есть парни покрепче их. И Фрэнк со мной не потому, что умен. Хотя в цифрах ему нет равных. Все эти люди здесь со мной благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это качество должны ценить мы все. Понимаешь, о чем я? Преданность. Именно. Будешь со мной честен,
жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня, Дон Сальери, я не доставлю вам проблем. хорошо. Ты принят в семью. Прекрасно. Так, я голоден. Луиджи, накрывай. Очень рад. Наш бармен Луиджи – повар так себе. Зато его дочь Сара – Мадонна. Окей. Получено достижение. Чем живет город? Глава пройдена. Вечеринка с коктейлями. Ну что, будем заканчивать. И увидимся с вами в следующей серии. Всем необходимые ссылки в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, ребят. И увидимся с вами в следующей серии. С вами был Павсус. Всем пока.